Всем привет! В этом видео я покажу, как снять задний бампер на автомобиле Ford Focus Electric Ford Focus 3. Для того, чтобы снять задний бампер, необходимо в первую очередь снять задние фары, потому что под ними находятся фиксаторы крепления заднего бампера. Для снятия задних фар необходимо открыть багажник и добраться до болтов крепления этих фар. Открываем багажник. В первую очередь снимаем эту защитную крышку на внутренней обшивке и откручиваем вот этот пластмассовый болтик. Он в виде барашка, легко откручивается, поэтому здесь никакой дополнительный ключ не нужен. Барашек такой имеет внешний вид. После этого откручиваем барашек, который находится в верхнем отверстии, вот здесь. Барашки закручены туго, потому что бампер моего автомобиля ремонтировался. И, похоже, мастера очень хорошо докрутили эти барашки. После этого мы аккуратно выдвигаем фару со своего места. Сильно не тянем, потому что в этом месте еще есть защелка, которую желательно не отломать, поэтому очень плавно раскачиваем фару и снимаем с этой защелки. После этого можно включить подключение электропитания задней фары. Здесь обычный идет разъем, просто тянем его и он должен вынуться со своего разъема. Для снятия разъема необходимо просто нажать отверткой или пальцем в этом месте, и он выходит со своего разъема. Теперь фару можно убрать. После этого мы в таком же порядке снимаем правую фару, открутив два барашка снизу и сверху. И после этого снимаем заднюю фару также аккуратно, чтобы не отломать застежку боковую. Соединяем разъем. Для соединения заднего разъема я также воспользуюсь силиконом для его смазки. Начнем снимать. Нажимаем фиксатор и плавно вынимаем его вверх. Вот он туговато вынимается, но очень качественно установлен. И после этого в задней части фары можно добраться до всех ламп, которые не установлены. Поэтому я считаю, что здесь все очень продумано и удобно для замены ламп. После этого мы с помощью головки на 7 шестигранной откручиваем два задних болта нижней части. Слева и справа. После этого мы с помощью головки ТОРКС 25 мы откручиваем два болта крепления нижнего подкрылка колеса. Здесь он выполнен из такой плотной ткани. Один снизу и один чуть выше. И после этого, отодвинув подкрылок, можно увидеть здесь вот такой тоже шуруп, который необходимо открутить все той же ТОРКС головкой. И откручиваем те же шурупы с правой стороны бампера. И отстегиваем нижнюю клипсу с одной и с другой стороны на бампере. Клипса имеет такой внешний вид, который вставляется внутрь, как везде на многих креплениях нижних компонентов этого автомобиля. И после этого с помощью плоской лопатки поддеваем все застежки, которые идут снизу. Начинаем снизу здесь. Поддеваем одну защелку, дальше вторая. Необходимо нажать вниз. Здесь нужно также нажать эти защелочки на бампере. Эта сторона уже стегнута. То же самое сделаем с другой стороны.
И после отстегивания защелок можно снимать бампер со своего места. Здесь к заднему бамперу подключена антенна без ключевого доступа до багажника. Я это разъем взять не могу. Чтобы ее не поломать, просто отключу ее от усилителя. Он имеет такой внешний вид, датчик без ключевого доступа до багажника. После отсоединения заднего шлейфа можно убирать бампер в сторону. Теперь рассмотрим, что можно увидеть под задним бампером на этом автомобиле. Под задним бампером есть вот такой металлический усилитель. Есть такая упорная планка для бампера с верхней стороны. И клапана дыхания для багажника. Они обычно плотные, и сюда грязь не попадает. С одной и с другой стороны. Устанавливать задний бампер мы будем в обратной последовательности. А пока мне этого достаточно для установки фаркопа или прицепного устройства. Вы посмотрели видео о том, как снять задний бампер на автомобиле Ford Focus Electric, Ford Focus 3. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!